Единички, привет. Сегодня вам достался прогноз на 2026 год. Что с вами произойдет? И, конечно же, прежде чем начать, приглашаю всех в манифест. Манифест– это курс, где вы научитесь ставить защиты, как на себя, так и на других. Всему эзотерическому вы научитесь. Абсолютно всему, без вот этой шизотерии. Итак, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Кстати, на уровне манифеста станет доступно и проживание старших-младших арканов. Что это? Это психологические проработки. Прям полностью вы свою жизнь переворачиваете в лучшую сторону. Это вот как сказать, как расстановки. И также доступны будут закрытые расклады, марафоны женские и на женскую самооценку, и на денежный канал. Также доступна будет библиотека и трактовки колод. Без БК, то есть без вот этих заученных, как сказать, без заученных слов из инструкции колодам, то есть настоящее обучение по Таро. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Сигнификация, как прошел у тебя 2025. Ну, проходит во всяком случае. Ну, ты мчалась куда-то постоянно. Бралась за 5000 дел сразу, и в итоге половину из них бросал на полпути. Знаешь, эти карты, это вот прям про тебя. Ты вот весной вдруг решила, что все, пора жизнь менять, и начала вот с 3 точек одновременно. Влюбилась в кого-то без оглядки, на работе взялась там за новый проект, в котором вообще причем не разбиралась. В отпуск сорвалась на пару дней, не сказав никому даже ни слова. Этот год, 2025, он был год импульсов. Когда ты вместо того, чтобы подумать, просто делала. И в чем-то это было круто. Ты на месте не сидела, ты сопли не раздувала, а действовала. Но это была полная жесть в том, что ты много раз потом вот ловила себя на мысли: блин, зачем я это сделала? Завела отношения с мужиком, который тебе с первого взгляда показался таким крутым, таким энергичным, а потом он оказался, просто несерьезным клоуном. Уволилась со старой работы, не найдя новую, просто потому, что ты не могла больше. Купила какую-то ненужную хрень, влезла в кредит, а теперь платишь за то, что уже давно разонравилось. Год 2025, он у тебя был такой полный стартов и полный падений. Но самое главное, ты не боялась начинать с чистого листа. Многое получилось коряво, где-то там, может, даже глупо выглядело, но ты не сидела сложа руки. Теперь у тебя опыт есть. Ты знаешь, что импульсивность– это не всегда плохо, но надо хоть немного фильтровать свои порывы. То есть год был, когда ты училась на собственных ошибках, причем училась ты быстро и болезненно. Ты поняла, что не всегда нужно быть первой, да, иногда нужно хотя бы быть, как говорится, на третьих местах. Но зато точно понимающая, что делаешь. То есть у тебя 2025 год– это год экспериментов. И не все, конечно, они успехом увенчались, но зато теперь ты точно знаешь, что работает, а что не работает. И это важно очень.
Какое событие главное 2026 года? Ну, он тебе мужика принесет, который будет и с холодными мозгами, да, ну, такой вот холодный, и с денежками, да, будет финансовая основа у него. Это, знаешь, вот в сочетании эти два короля, это не какой-то романтик, который тебя на руках носит, стихи пишет. Нет, это тот, кто в твою жизнь придет и сразу скажет: вот правила, вот мои условия, вот что я могу дать. И вот даст он тебе там стабильность, деньги, уверенность, то, что завтрашний день нормальный будет. Понимаешь? И он, знаешь, вот как сказать, он не будет тебя по голове гладить и говорить: ты у меня там самое лучшее. Нет, он будет строить отношения, вот прям вот строить отношения и требовать результатов и от тебя, чтобы ты строил. И от этого ты, ну, если честно, охренеешь. Потому что ты привыкла к эмоциям, к хаосу, к тому, что все решается на ходу. А тут вдруг порядок прилетел, да? И план на 5 лет вперед. И сначала ты подумаешь: ой, какая-то невкусная хрень, эти ваши отношения. Но потом ты поймешь, что именно то, что тебе нужно, вот это. И он перевернет твою жизнь. Потому что, ты знаешь, ты перестанешь жить в режиме типа «сегодня как-нибудь протерплю, а завтра посмотрим». Нет, ты войдешь в мир, где есть деньги, контроль, власть и так далее. И это будут для тебя не какие-то там плохие слова, да, а реальные инструменты. И ты ими научишься пользоваться. Понимаешь? Какой совет, зная это? Ну, знаешь, тебе нужно перестать тянуть время с решением, которое ты много лет уже откладываешь. Потому что эти карты — это то, что у тебя есть все шансы получить вот это самое семейное счастье. То есть ту гармонию, о которой ты мечтаешь. Но для этого тебе нужно закрыть двери в прошлое. Перестань вот так вот думать: а вдруг это, да, а вдруг то. Перестань кормить воспоминаниями тех людей, которые уж давно не играют в твоей жизни никакой роли. Потому что ты до сих пор держишь связь с бывшим, который тебя кинул там несколько лет назад. Потому что у тебя в голове: а вдруг он осознает. Ничего он не осознает. На работе ты работаешь, которую ты ненавидишь, но уйти боишься, потому что а вдруг там еще в будущем еще хуже. Понимаешь? И вот карты, они говорят, что вот сделай выбор, прими решение, даже если оно болезненное. Суд — это про пробуждение, да? И карта эта, она вот прям требует, чтобы вот ты встала, да, и сказала, что вот все, с этого дня я начинаю новую жизнь. И тогда придет 10 кубков, то есть полное эмоциональное вот это удовлетворение. Настоящая семья, настоящая любовь, настоящая гармония — это все вот 10 кубков. Но не раньше, чем ты пройдешь через вот этот суд. Поэтому совет тут простой. Сейчас, пока ты вот меня слушаешь, вот напиши на листочек, что именно тебя держит в прошлом. Только давай честно, без вот этих «я бывшего пропущу, он меня не держит». Держит. И завтра сделай первый шаг, чтобы вот это прекратить все. Бывшему, например, напиши, там, больше не звони. И заблокируй, не жди, что он ответит. Там, начни новую работу подыскивать, если это, как сказать, не нравится. Перестань ждать, что Вселенная сама тебе принесет все там на блюдечке с голубой каемочкой. Нет, ты сама должна его взять. И решение, которое ты боишься принять, оно правильное. Ты просто, знаешь, ты просто привыкла сомневаться. А сейчас время сомнений, оно заканчивается, потому что в 2026 году тебя ждут новые возможности, новый человек, новая стабильность. Но ты
должна быть готова принять это вот с чистым открытым сердцем и разумом четким. Без вот этого старого багажа, который тебе нафиг не нужен, извини меня. И, конечно же, помни, что я с тобой рядом.